Алексей, вы еще и барабанщик. Я? Боже упаси, да мне на бейсбольный вид не хватило. Ха-ха-ха-ха. Прости, а можно еще раз? Можно. Прости. Ничего, я уже привык. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы снова на канале Киногост. 14+ российская подростковая мелодрама, снятая режиссером Андреем Зайцевым в 2013 году, но вышедшая в прокат лишь в 2015 году. Драматическая история первой любви, завоевавшая номинацию «Лучший художественный фильм конкурса для юношества» на Берлинском кинофестивале 2015 года. Режиссером и сценаристом фильма выступил Андрей Зайцев, ранее снимавший короткометражные и документальные фильмы, а главные роли исполнили непрофессиональные юные актеры Ульяна Васькович и Глеб Калюжный. Обними меня. Главное в 14+, удивительно легкая и естественная интонация, с которой рассказана история. Если искать приблизительно похожие фильмы о подростках, на ум, возможно, придут «Шведская история любви» Роя Андерсона или даже «400 ударов Трюфо», вышедшие в 1970 и 1959 годах соответственно. Тинейджеры, может, и меняются в зависимости от эпох и стран, не меняется та неподдельная нежность, с которой на них смотрят режиссеры. Ценность 14+ Андрея Зайцева не в драматических конфликтах. Это очень простой фильм про любовь, от которого невозможно оторваться и который потом трудно забыть. Просто в нем, редкий случай, особенно в российском кино, абсолютно все сделано правильно. Спасибо. Тёть, это же нулевка. Безалкогольная. Да, дядь, нулевка. Ну, а мы 9 просили. И чё? Фильм 14+, актеры и роли. Глеб Калюжный, Леша, влюбленный в Вику, ученик 307 школы. Ульяна Васькович, Вика, ученица 201 школы. Ольга Узалапиня, Людмила, мама Леши, медсестра. Дмитрий Баринов, Дрон, друг Леши. Даниил Пикула, Витя, друг Леши. Ксения Пахомова, подруга Вики. Елизавета Македонская, Катя, подруга Вики. Алексей Филимонов, Волков, главарь шайки хулиганов из 201 школы. Анна Ру, тетя Света, подруга мамы Леши. Дмитрий Блохин, дядя Валера, знакомый мамы Леши, пациент из больницы. Ирина Фролова, мама Вики. Шандер Беркеши, папа Вики, тюремный повар. Наталья Пикула, учитель математики. Вот этот одночлен. И вот этот одночлен. Вася, ластик принес? В июне 2021 года начались съемки второй части фильма «14+. Продолжение». Фильм снимался при поддержке Фонда кино и Министерства культуры Российской Федерации летом 2013 года в спальных районах Москвы. На работу потребовалось 60 смен, вместо принятых для такого формата 30-35 смен. Все подростки в кадре – непрофессиональные актеры-дебютанты, найденные через социальную сеть ВКонтакте. У фильма 14+, было рабочее название «Челентано». Зайцев хотел использовать множество его песен, а у главного героя в комнате повесить плакат, где изображен певец. Позже, во время кастинга, оказалось, что многие дети даже не знают, кто он такой. Так постер заменили на плакат с Данилой Багровым из фильма «Врат» 1998 года. В картине 14+, много разножанровой музыки, от современного панк-рока, Ленинград, Яйца Фаберже и другие, до популярных советских хитов. Музыка традиционно аккомпанирует эмоциям, благодаря чему передается особое настроение фильма. Первое свидание за несколько шагов от поцелуя героев украшает песня «Крип» группы Radiohead, а шлягер Михаила Боярского «Зеленоглазое такси» звучит на школьной дискотеке. Музыка для любовных утех. Каких утех? Любовных. Часов. Для любовных часов. Ну, ты меня не так поняла. Я вообще тебе хотел сейчас другое сказать. Блин, при чем тут вообще это? Да ты меня вообще сбил, ну. Создатель картины Андрей Зайцев вдохновился фильмом «Шведская история любви» 1970 года.
Режиссер рассказал, что прекрасно помнит состояние влюбленности в 14 лет. Ему казалось, что все вокруг ожило, и родной район уже не казался таким унылым. Поэтому в ленте 14+, нет ни одного пасмурного дня. Правда, погода была очень капризна тем летом, и наготове всегда была квартира с декорациями для съемок на случай дождя. Первое, что бросается в глаза во время просмотра – феноменальное понимание Зайцева материала, за который он взялся. Буквально с первых же кадров у зрителя начинается неконтролируемый прилив ностальгии. Школьные дискотеки, медляки под зеленоглазое такси, драки на пустырях, хохот во время разбора математических одночленов, покупка Балтики нулевки в магазине возле школы. Такое ощущение, что режиссер буквально вчера покинул школьную скамью и решил запечатлеть весь опыт на видеокамеру. В 14+, весь фильм звучит живая человеческая речь, и после этого диалоги во множестве других российских картин и сериалов начинают особенно мучительно резать слух. Вот он! Вот! Смотри! Смотри, видишь? Видишь, черный пошел? Вот! Вот он с глаз выходит. Ты видишь? Вижу. Видишь? О, я же говорила. Шухер, детки, валим! За взрослых в этой истории отвечает Ольга Азалапиня, которая сыграла маму героя Глеба Калюжного на грани веселой истерики, отчего та, может не совсем намеренно, но весьма удачно, получилась персонажем почти полностью комическим. Сцену с ковром, которую она с пьяной подругой посреди ночи несет жечь на помойку, чтобы избавиться от сглаза, многие запомнят надолго. Да и сам ковер не случайен, фильм под завязку наполнен добрыми деталями быта. За вычетом хулиганского саундтрека, следов технического прогресса в виде соцсетей и пары легкомысленных фотографий, фильм 14+, могли бы снять и в Советском Союзе. То есть в ту пору, когда нравственные устои отличались несколько большей крепостью, а кинематографисты еще не считали своим долгом изливать на экран тонны творческих испражнений о беспросветности жизни в родной стране. Зато период сердечного томления, через который проходит персонаж Глеба Калюжного, мог бы случиться с каждым мальчишкой когда угодно и в любом уголке планеты. Парень долго готовится, набирается решимости для знакомства, проводит разведывательные операции, осуществляет сложные диверсии, следует за дамой сердца по пятам. Можно он к нам ненадолго зайдет? Здрасте. Ты на часы смотрела? Фильм 14+, сюжет. Леша Васин, роль исполнил Глеб Калюжный, типичный подросток 14 лет. Он живет в глухом спальном районе Москвы с мамой, папа давно их бросил. Гуляя с друзьями Дроном, Дмитрий Баринов и Витьком, Даниил Пикула по своему району, Леша замечает незнакомую ровесницу, Ульяну Васькович, которая тоже гуляет с подругами. Оробевший парень не решается подойти к девушке. Вместо этого он находит ее страничку ВКонтакте, где узнает, что ее зовут Вика. Леша нежно гладит ее фотографии курсором, репетирует перед зеркалом речь, с которой хочет к ней обратиться, но смертельно боится заговорить. Проблема еще в том, что его избранница учится в 201 школе, а Леша в 307 и эти школы враждуют. Теперь он пытается ее подкараулить и выследить, где она живет. Это ему удается, но перед ее подъездом собираются хулиганы из 201 школы во главе с Волковым, Алексей Филимонов, который симпатизирует Вике. Несмотря на угрозу быть побитым, Леша постоянно приходит к дому Вики, но подойти к ней не смеет, даже когда не случайно сталкивается с ней на лестнице в ее подъезде. Что происходит? Ничего. Уверен? Да, общаемся. Ладно. Ладно, пойдем. Дай ему мопед. Почему? Отдайте, я говорю. Однажды Леша с Дроном решается пойти на дискотеку в 201 школе, где будет Вика с подружками. Леша решается пригласить ее на танец. Конечно, танец красавицы не проходит бесследно. После дискотеки Лешу избивают. Но Вике он тоже понравился, через подружку она передает ему свой телефон, и они начинают встречаться. В компании 3 на 3 они гуляют, снимают смешные ролики, смеются, им просто весело и хорошо вместе. Однажды, провожая Вику и убегая от Волковой компании, Леша знакомится с ее родителями. Оказывается, что у нее очень грозно выглядящий, при этом добрый папа, работающий в тюрьме поваром. Провожая Лешу, Вика впервые его поцеловала. И вновь Леше предстоит встреча с Волковым и его компанией. Но главный герой проявляет стойкость и, зажатый в угол, отмахивается от нападающих бутылочной розочкой. И вместо того, чтобы позвать на помощь проезжавших полицейских, говорит им, что все в порядке. Волков отпускает парня, возвращает реквизированный мопед, по достоинству оценив его поступок.
Отношения Вики и Лёши постепенно выходят на новый уровень. Они становятся близки после свидания в доме у Лёши. Об этом узнает его мама Людмила, и увиденное шокирует женщину. Ее маленький любимый сын вырос, стал мужчиной, и ей пока трудно это принять. Я вот решила с тобой поговорить о 3 важных очень вещах. Об алкоголе, о наркотиках и о женщинах. Лешенька, ты мальчик у меня взрослый, да, наверное, тебе кто-то нравится. Но ты как бы не торопись трогать их. Герои Ульяны Васькович и Глеба Калюжного сами точно не понимают, насколько они дети. У них в комнатах лежат игрушки, и на свидании они по ошибке еще могут начать в них играть почти всерьез. Просто до смешного, но фокус точки зрения. Каким-то чудом тон повествования у режиссеров 14+, получился таким же непосредственным, как и сам предмет разговора. Фильм 14+, «Первая любовь», получился такой простой, что сказать про него как будто и нечего. Районы, кварталы, ВКонтакте, подростки. Но чего тут с другой стороны обсуждать? Сами герои тоже мало говорят. Не так уж много чего особенного ты можешь сказать в 14 лет. Что если типа он хочет, то мы бы могли все вместе там затусить. Блин, мы не хотели, правда, чтобы, короче, так все получилось. Ну а ты чего молчишь-то? Блин, бедненький. Любовь действительно способна преобразить все мрачное, тоскливое и унылое, что есть в жизни 14-летнего подростка с окраины или зрителя, зашедшего в зал. Возможно, именно это прежде всего и хотел сказать Андрей Зайцев своим фильмом 14+. После окончания премьерного предпоказа журналисты не спешили уходить по своим делам. Многие остались на ступеньках и с задумчивым видом, ломая в пальцах сигареты, смотрели куда-то глубоко в себя. И каждый понимал, о чем думают сейчас люди вокруг. Ведь это, наверное, и есть признак хорошего кино, когда после его просмотра тебе хочется чуточку побыть наедине с собой, вспоминая, каково это, когда тебе 14+. Ну, все же хорошо.